В 2014 году спутник НАСА Терра зафиксировал на своем высокотехнологичном изображении необычайно крупное и загадочное образование – гигантское кольцо, которое плавало посреди Тихого океана. Это было поистине впечатляющее зрелище. Круг диаметром около 450 километров, расположенный примерно в 1000 километров к юго-западу от Гавайских островов. Его форма казалась настолько совершенной, что трудно было поверить, что это природное явление. На снимке оно выглядело как четкое, почти идеально круглое кольцо, которое словно было вырезано в небе или водной поверхности. Множество людей и ученых задались вопросом: что это? Кто мог создать такое огромное кольцо, почему оно появилось именно там, в открытом океане, и как оно могло сформироваться в таком удаленном и труднодоступном районе? Первоначальные догадки были разнообразными. Некоторые предполагали, что это результат деятельности неизвестных или даже внеземных цивилизаций, оставивших после себя загадочные структуры или следы. Другие считали, что это может быть аномалия или редкое природное явление, о котором пока мало известно. Однако после детального анализа изображений и привлечения специалистов из разных областей – метеорологии, океанографии, атмосферных наук – стало понятно, что причиной такого образования являются природные процессы. В первую очередь, ученые пришли к выводу, что это не искусственный объект или рукотворное сооружение, а облака, сформировавшиеся под воздействием специфических атмосферных условий. Образование, которое создало это гигантское кольцо, состояло из пухлых белых облаков, расположенных по кругу. Но важно понять, что эти облака не просто скопление случайных облачных структур, а результат очень точной и сложной динамики атмосферы. Специалисты выяснили, что оно было сформировано так называемой конвекционной ячейкой типа релея Бинара, особым геометеорологическим феноменом, возникающим в атмосфере при определенных условиях. В простых словах, это явление происходит, когда в одной области воздуха происходит интенсивное нагревание, и теплый воздух начинает интенсивно подниматься вверх, а в соседней области, наоборот, более холодный воздух опускается вниз. Эти процессы создают замкнутую, круговую циркуляцию воздушных масс, в результате которой формируются устойчивые, иногда очень большие облачные структуры, напоминающие кольца или диски. Существует два типа таких облачных ячеек. Первая – закрытая, при которой холодный воздух опускается по краям ячейки, а облака формируются в центре, создавая внутреннее пространство без облаков. Вторая – открытая, при которой холодный воздух опускается в центр, а облака концентрируются по краям. В случае с этим гигантским кольцом ученые определили, что оно было сформировано именно закрытой ячейкой. Это означало, что в центре образовалось относительно пустое пространство или область с меньшим количеством облаков, а по краям плотное кольцо облаков. Именно благодаря такому механизму и возникла эта почти идеально круглая форма, которая, кажется, была бы скорее создана художником, чем природой. Чтобы понять, как именно формируется подобное явление, необходимо рассмотреть весь процесс более подробно. Все начинается с солнечного нагрева водной поверхности океана и суши. При поступлении солнечных лучей поверхность нагревается, и воздух над ней становится легче. Его температура повышается, и он начинает подниматься вверх. В результате над океаном и сушей образуются кучевые облака, которые иногда могут быть достаточно большими и плотными. В этот момент, если температура и влажность в атмосфере достигают определенных значений, может даже начаться небольшой дождь. Дождь, охлаждая окружающий воздух,
способствует его более быстрому опусканию. Когда дождь прекращается и воздух остывает, он становится тяжелее и начинает потихоньку опускаться вниз, распространяясь во все стороны. В момент, когда опускающийся холодный воздух сталкивается с окружающим теплым воздухом, он вытесняет его вверх, формируя круговой узор облаков. Этот цикл повторяется и усиливается, создавая устойчивое круговое движение воздушных потоков, которое и формирует целое кольцо облаков. Такие процессы чаще всего происходят в области, расположенной к югу от зоны конвергенции тропиков, региона, где встречаются пассаты и где часто происходят грозы, сильные дожди и молнии. В этом регионе атмосферные условия создают идеальные условия для формирования таких крупных и симметричных облачных структур. Именно эта уникальная комбинация факторов и привела к тому, что спутники зафиксировали такое впечатляющее образование. Обратите внимание также на правую часть спутникового снимка. Там океан кажется особенно ярким и сверкающим, почти серебристым. Этот эффект носит название солнечного блика. Он возникает, когда солнечный свет отражается от поверхности воды и попадает прямо в объектив спутника. Этот эффект создает впечатление, будто поверхность моря и огромное зеркало, вращающееся в пространстве. Важно понимать, что внешний вид этого блика зависит не только от яркости солнечного света, но и от текстуры поверхности воды. Гладкая вода отражает больше света, создавая яркий и четкий блик, а волнистая рассеивает свет и делает поверхность менее яркой. Поэтому при сильных волнах или ветре эффект блика может казаться менее выраженным, а при спокойной воде – очень ярким и насыщенным. Иногда при очень спокойной воде или при особых условиях волн могут появляться темные участки, области с меньшим отражением света. Эти темные пятна создают необычные узоры, которые иногда выглядят как большие темные области или полосы на поверхности океана. В большинстве случаев такие пятна вызваны не только волнами, но и наличием в воде различных веществ – пресной воды, водорослей, масел, растворенных растительных остатков или даже природных масел, попадающих в море из берегов или при разливах. Например, в заливах и у берегов часто наблюдаются такие полосы, которые могут быть вызваны приливом пресной воды или загрязнениями. Однако такие явления, как гигантское темное пятно у Делмарвы, требуют более масштабных объяснений, и ученые пришли к выводу, что оно было вызвано именно эффектом солнечного блика в сочетании с особенностями водной поверхности. Гигантское темное пятно, зафиксированное в тот же период, произошло 6 мая 2023 года у полуострова Делмарва. В тот день океан был особенно спокойным, без ветра или слабо движущихся волн. Поверхность воды была гладкой и зеркальной. В этот момент угол солнечного света был таков, что отражение создало иллюзию огромного темного пятна. Это явление – результат солнечного блика, которое наблюдается и в других частях мира. Такие блики могут мешать ученым при анализе данных о состоянии океана, потому что они скрывают истинную характеристику поверхности воды, ее цвет, наличие планктонных цветений или загрязнений. Для решения этой проблемы ученые используют специальные технологии и алгоритмы, которые позволяют корректировать данные и исключать влияние солнечных бликов. Например, один из новых приборов, установленных на спутнике НАСА PACE, способен наклоняться так, чтобы минимизировать эффект отражения. Это обеспечивает более точные измерения и помогает лучше понять состояние океана, его экосистемы и биологическую активность. Помимо облаков и солнечных бликов, спутниковые снимки позволяют наблюдать и другие интересные явления. Например, в небе иногда появляется удивительный эффект –
светящаяся спираль, которая напоминает внеземной корабль или инопланетную структуру. На самом деле это остатки ракетной ступени или запущенные ракеты, в частности, ракеты SpaceX Falcon 9. Когда ракета выводит спутники на орбиту, она иногда сбрасывает остатки топлива, которое в верхних слоях атмосферы замерзает и начинает вращаться, образуя эффект мини-ледяного торнадо. Под воздействием солнечного света эти ледяные спирали начинают светиться, создавая красивое мистическое зрелище, похожее на инопланетный объект или космический феномен. Также в небе можно увидеть лентикулярные облака – необычные, идеально округлые или плоские облака, которые выглядят как диски или тарелки. Эти облака формируются высоко в атмосфере, обычно вокруг горных вершин, где влажный воздух, обтекающий вершины, создает условия для их появления. Несмотря на их мистический и иногда мистический внешний вид, эти облака полностью природное явление, вызванное физическими процессами. Они могут оставаться неподвижными даже при сильных ветрах, что вызывает удивление у наблюдателей и порой приводит к появлению фантастических иллюзий или предположений о существовании НЛО. Еще одним аспектом спутниковых наблюдений является космический мусор. Многочисленные обломки вышедших из строя спутников, ракетных ступеней и других объектов, оставшихся в космосе. Эти остатки, дрейфуя в орбитальной среде, иногда входят в атмосферу и сгорают, создавая яркие огненные шары, которые могут длиться несколько минут. Во время сгорания они оставляют за собой разноцветные полосы искры, что порой вызывает у наблюдателей ассоциации с загадочными или даже внеземными объектами. Иногда обломки переживают прохождение через атмосферу и приземляются на Землю, оставляя после себя деформированные и обожженные остатки. Эти обломки часто выглядят как странные металлические или каменные куски, которые могут напоминать детали космических кораблей или инопланетных устройств. Но на самом деле это все последствия деятельности человека, оставленные в космосе и возвращающиеся на Землю. В небе также можно наблюдать следы, которые оставляют самолеты. Эти длинные полосы дыма или водяного пара, называемые инверсионными следами, возникают при прохождении воздушных судов. В условиях слабого ветра эти следы могут растягиваться на десятки или сотни километров, создавая эффект искусственных облаков. В некоторых случаях такие следы выглядят как дым или туман, который словно падает с неба, что иногда вызывает иллюзию падающих объектов или горящих шаров. Высоко в небе иногда наблюдаются облака линеарности, идеально гладкие, похожие на диски или тарелки, которые формируются вокруг горных вершин или других возвышенностей. Эти облака создают эффект необычных мистических структур, усиливающих впечатление загадочных явлений. Современные спутниковые системы и методы наблюдения значительно расширили наши возможности в изучении атмосферы, океана и космоса. Но, несмотря на технологический прогресс, иногда возникают неожиданные явления, которые трудно объяснить. Например, солнечные блики, создающие яркие и красивые изображения, могут мешать точному анализу данных, скрывать реальные характеристики поверхности или воды. Поэтому ученые используют специальные алгоритмы и дополнительные датчики, которые помогают минимизировать влияние этих эффектов и получать максимально точные сведения. Ральф Кан, известный астрофизик из НАСА, подчеркивает, что наши глаза и камеры могут обмануть нас в оценке яркости и цвета, потому что восприятие зависит от окружающих условий. Темные участки на изображениях иногда кажутся менее яркими, чем есть на самом деле, потому что они воспринимаются в сравнении с яркими окружающими объектами
эффектами.